Слава Украине, привет всем от Полонского. Друзья мои, бавовна. Смотрите, этот ролик, он будет по бавовне и парочку небольших гойд, которая произошла на России. Да, бавовна это то, когда мы, как говорится, лупанули по путинским бандитам конкретно. А гойда это когда нас там нет. Это когда работают партизаны, подпольщики, антифашисты. Итак, бавовна. Второй день прилетают по Шуе, это Ивановская область. Я вчера об этом рассказывал, абсолютно забытый Богом край, с запредельным уровнем грязи и нищеты, но зато с ракетами, да, это ракеты Искандер, это их все, то есть жрать у них не за что, дороги постелить не за что, детей нормально выучить это вообще не нужно. Вот. Единственное, что они умеют, это материться как следует. По видео вчера мы слышали это все дело. Вот. Ну и, как говорится, размещать там базы с ракетами и с личным составом этих самых ракетных войск. Да, так вот, это еще раз говорю, кто не знает, там размещена воинская часть, 112-я гвардейская бригада, так называемая, где служат те самые бандиты, которые обстреливали Украину ракетами Искандер с Сумы. Город Сумы, где путинские наемники, по которому путинские наемники ударили ракетами, убили 35 человек, убили детей, убили женщин, убили прихожан церкви. То есть, невообразимое гитлеровское преступление или путлеровское, которое не имеет срока давности. Ну, а пока срок давности и все сопутствующие туда, как говорится, моменты наступят, пока что отработали саму, не Шую, а саму воинскую часть, которая находится в Шуе, и откуда, собственно говоря, и пришла на нашу землю вот эта беда с этими ракетами, которыми они нас обстреливали. Сегодня ночью 7 беспилотников туда прилетело, все 7 аккуратно долетели, ни одного они не сбили. Мы прекрасно видим, что ПВО у рашистов не хватает. Все ПВО, которое у них там есть и которое слышно там на видео, это стрелкотня, это калаши, больше ничего нет, конечно. Вот, они пытались что-то сбить. Ну, все, они, конечно, сбили, но сбили именно теми объектами, по которым летели наши дроны. Если вчера налет был в основном по казармам, там, где лишний состав, и по штабу воинской части, которая там находится, то сегодня по ангарам этой самой воинской части, где, по всей видимости, хранились ракеты, возможно, какое-то вспомогательное оборудование и так далее. То есть попадания были по ангарам. Местные избиратели Путина, которые там находятся, очень четко это все дело подтвердили. 7 попаданий на территории самой этой воинской части. Ну и надо сказать, да, как только у нас будут более какие-то конкретные моменты по этой бавовне, мы вам еще доложим. И, кстати, почувствуйте разницу. Они, гады, ударили опять по мирным в Днепре, попали по центру города, разбили магазины, разбили дорогу, сожгли автостоянку с автомобилями. У Филатова, у мэра, у жены сожгли магазин. Ну вот почувствуйте разницу. Тут прилетает по бандитской воинской части, где эти сидят террористы путинские с ракетами баллистическими, а у нас прилетает по магазину. По магазинам, по автостоянке, по Дому культуры. Ну, разница, да, на секундочку. Ну и парочку гойд. Гойда это когда работают партизаны, подпольщики, которые выступают против путинского незаконного режима наркоманов и нацистов. И вот именно они сработали на Москве. На Москве произошла гойда на территории ТЭЦ-26, где взорвался сам по себе, конечно, мы никакого отношения к этому не имеем. Может, какие-то там, я не знаю, жучки, паучки биоизмененные это сделали, а может, антифашисты-партизаны. Трансформаторная подстанция взорвалась, гори ясно, чтобы не погасло. Шикарное абсолютно видео. Внизу в описании к данному ролику все ссылочки о тех событиях, о которых я говорю, можете полюбоваться и поднять себе настроение. Вот. И еще один момент. Это гойда в подмосковных Люберцах. Там завод вторчермета, принимают металлолом. Произошел довольно серьезный взрыв. Облако, целое облако в небо. Что это? Хороший вопрос, что это? Ну, я вам скажу так, что похоже на то, что сдали в вторчермет 152-й снаряд. Судя по всему, да. Что, видимо, где-то нарыли снаряд и отвезли его туда. И так по виду видно, что, скорее всего, он и лупанул.
после чего начался пожар. Ну, посмотрим, насколько там был нанесен ущерб и чему конкретно. Вот. Но в любом случае в местных чатах избиратели Путина пишут, что долбануло очень конкретно. Они могут это сравнить с прилетами наших дронов. Говорят приблизительно тот же звуковой эффект, тот же самый. Ну а облако дыма, любой из вас может посмотреть видео внизу в описании к данному ролику, как говорится, составить свое впечатление и понять, что это было. Еще раз говорю, это даже не 120-я мина, это с виду, это скорее всего все-таки 152-й снаряд. И может 122-й снаряд, да, тоже 122 миллиметра. Или, короче говоря, кто-то просто решил заработать на том, что он сдал снаряд в металлолом. Но, как говорится, и долбануло.